Здравствуйте, дорогие друзья! Я Любовь Щербинина и хочу сегодня поговорить с вами о защите от сил зла. Наверняка вы неоднократно слышали фразу «построить защиту». И, возможно, кому-то из вас интересно знать, что это такое и для чего это используется. Дело все в том, что мы все существуем в дуальном земном мире, где есть силы добра и зла и их носители. На темных людей бесполезно влиять, бесполезно их воспитывать. Перевоспитанию они не поддаются. Все они существуют по определенной программе, и в их задачи входит раздражать людей светлых, вытягивать из них энергию, обделять всячески, в том числе и в средствах к жизни. Поэтому о защите действительно есть смысл подумать. В каких-то методиках предлагается построить защиту. Например, виртуальную ракушку, в которой человек находится, и он должен поддерживать этот мысленный образ. И это каким-то образом должно его сохранять, защищать. Кто-то строит пирамиду, кто-то строит бронекостюм, тратя на это огромное количество энергии. Верующие молятся, но невозможно сутками молиться, надо как-то и функционировать. Поэтому я предлагаю вам возможности духовно-практического метода «Энергия сил света», создателем которого я являюсь. И в арсенале этого метода существует целый ряд защитных энергоинформационных частот, подключаясь к которым человек может расслабиться и в течение 12 часов быть совершенно спокойным. Это такой первый уровень для обывателей. Он защищает от нечисти, подлости, нищеты, и это тоже очень здорово. Следующий уровень – это уже более профессиональный уровень. Этот уровень защищает от колдунов и от их воздействий. Но тоже не работает сутками. И поэтому людям, особенно публичным, те, которые всегда на виду, в блеске софитов, или те люди, которые вызывают зависть других, что, собственно, свойственно большинству людей. Тем людям имеет смысл обрести два варианта защиты и использовать по 12 часов. Примерно. Это досконально, это принципиально не важно, там минуты какие-то, часы. Важен принцип. Потому что ни одна суть не хочет работать сутками. По крайней мере, те, на которые человек, будучи обычным обывателем, может поначалу рассчитывать. Один вариант можно использовать днем, а другой ночью. Ночью, кстати, я бы рекомендовала более мощный вариант защиты, профессиональный. Потому что ночью силы зла активнее. И после 12 часов они имеют больше сил и возможностей воздействовать на людей. А люди спят, они расслаблены, не могут контролировать происходящее. Для более продвинутых людей в методе существует еще один вариант защиты на 4 дня. Так называемый пролонгированный вариант. Но до этого надо еще дорасти, потому что дело все в том, что все мы люди, даже продвинутые, в глазах высших сил, условно, духовные. Нам еще много-много работать надо над укреплением воли, духа, над своим духовным планом. И такую высокую защиту, пролонгированную, надо еще заслужить. Но для людей,
те, которые выбрали путь воина света, служителя высших сил. Имеется защита высшая, которая дается человеку на 17 земных суток. Однажды активизировав ее, он может быть 17 суток быть совершенно спокойным. Никто не сможет нанести ему урона. Ни физического, ни психического. Имеется также защита еще от астральных подключений. Что это такое? Это так называемая защита от кодирования, зомбирования. Когда человек с помощью энергоинформационной частоты может закрыть свою голову от подключений на 4-7 суток. Это тоже дается для людей, которые хотят этого, которые достойны этого, которые имеют начальные уровни защиты. Тоже имеет большой смысл. Поэтому выбор за вами. Я прошла все эти уровни в свое время. Эти частоты открыты мною. И поэтому могу давать посвящение в каналы защиты всем людям, которые обращаются. Спрашивается, для чего это делается. Мы все живем в нашей реальности. Вокруг очень много раздражающих факторов. Это воздействие отрицательных персонажей и воздействие темных сил на наш разум, чувства, эмоции. Мы эмоционируем и раздаем энергию непонятно на что. Имея и используя защиту, мы тоже тратим свою энергию. Но нужно тут понять ее соотношение. На первый уровень защиты человек тратит 5-10% от той сотни процентов, которые дают ему высшие силы на сутки. И при этом он защищен, спокоен. Вся энергия при нем. Его очень трудно раскачать, трудно обмануть. Поэтому это имеет определенный смысл. Дело, конечно, за каждым человеком. Каждый человек способен понять и осознать, нужно ли ему это. Можно жить совершенно открытым под небом. И каждый день иметь больше проблем. Это выбор каждого свободного человека. Я же предлагаю вам обрести защиту и быть более энергичными, спокойными, гармоничными. Сохранить свою энергию на себя, на семью, на творчество, в чем есть большой смысл. В творчестве не преуспеешь, если у тебя нет свободной энергии. А если ты расточаешь ее направо и налево, то, естественно, на творчество уже не хватает. А в нашей реальности на каждом шагу: да чтоб ты, да пошел ты. Люди раскидываются проклятиями. Это повреждает их ауру. Человек лишается энергии со всеми вытекающими последствиями для здоровья, настроения, тонуса. Поэтому я вам рассказала, как можно защищать себя, а вы можете подумать, нужно ли вам это. Желаю вам быть здоровыми, гармоничными и более защищенными людьми. Будьте счастливы!